Всем огромный привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой кулинарный канал. Сегодня мы с вами приготовим очень вкусное чудо с картофелем и мясом. Получается очень вкусно, рекомендуем, проверено малоежками. Ссылочка на наш мукбанг канал, где мы дегустируем данное блюдо, как всегда, внизу в описании под этим видео. Переходите, дегустируйте вместе с нами и готовьте тоже вместе с нами. Также, кто еще не знаком с нашим семейным каналом, ссылочка внизу в описании под видео. Переходите, знакомьтесь, добро пожаловать, будем рады видеть каждого из вас. Все эти замечательные рецепты мы снимаем для вас с любовью из Турции. Переходите, знакомьтесь, добро пожаловать, будем рады видеть каждого из вас. Ну а сейчас оставайтесь со мной, я вам подробно расскажу, как приготовить вкуснейшее чудо с картофелем и мясом. Мы начинаем. Итак, друзья, чтобы приготовить вкуснейшее даргинское чудо с фаршем и картофелем, для начала мы с вами поставим тесто. Для этого нам потребуется 1 килограмм, здесь у меня уже просеянной муки, 1 столовая ложка сахара, 1 чайная ложка соли и 1 упаковка 11 грамм сухих быстродействующих дрожжей. Также нам потребуется 600 миллилитров теплой воды. Для начала в муку отправим все сухие ингредиенты. Это столовая ложка сахара, чайная ложка соли и 11 грамм упаковка сухих быстродействующих дрожжей. Все хорошо перемешиваем. Далее в муке делаем углубление и отправляем в муку 600 мл теплой воды. Замешиваем мягкое тесто. Сначала вымешиваем ложкой. Как только сухие ингредиенты с жидкостью соединятся, далее будем вымешивать руками. Все, жидкость, как видите, уже вся впиталась в муку. Далее ложку убираем и продолжаем вымешивать тесто уже руками. Все, друзья, тесто я замесила, вот такое вот нежное, оно мягкое, оно у нас получилось. Берем чашку побольше, чтобы тесту было куда расти. Помещаем его, закрываем пищевой пленкой либо пакетом. Также закрываем одеялом тесто и убираем в теплое место примерно на час, чтобы тесто поднималось. Тем временем, друзья, мы с вами займемся пока начинкой. Для приготовления начинки нам потребуется 500 грамм фарша. Любой абсолютно берите фарш по вашему усмотрению, по вашему вкусу, тот, который есть в морозилке. 2 картофелины мои получились весом 500 грамм, 2 большие луковицы мои также получились весом 500 грамм. Зелень по вкусу, сегодня у меня 70 грамм петрушки, соль, черный перец по вкусу и 2 столовые ложки растительного масла. Для начала нам необходимо нарезать овощи. Картофель нарезаем полукольцами, сначала пополам, затем полукольцами толщиной примерно 2-3 мм. Я буду пропускать картофель через свой любимый станок. Для этого картофель одеваю на плододержатель, разрезаю его пополам, поперек вот этих стрелок и легким движением руки натираю на терке. Вот такие пластины картофеля полукольцами у меня получаются. Таким образом полностью нарезаем картофель. Картофель я нарезала, отправляю в чашку, в которой будем заправлять нашу начинку. Туда же в чашку отправляем к картофелю фарш. Пока убираю в сторону. Далее на очереди у нас с вами лук. Меняю насадку, устанавливаю режим кубики, одеваем луковицу на плододержатель. Лук необходимо нарезать, как на пельмени, мелким кубиком. Если нет терки, соответственно, разрезаем пополам, затем прорезаем на полоски примерно по 0,5 мм, не дорезая до конца хвостика. Затем поперек вот так разрезаем. Мелко получается кубиком нарезать лук. Я режу на своей любимой терке. Вот такие кубики у меня получаются. Таким образом сейчас полностью нарежу лук, затем покажу, что делать дальше. Лук у меня тоже нарезан, отправляю к нашей начинке. И нам осталось только с вами нарезать зелень. Пока в сторону. Зелень просто нарезаем мелко. Я выкидываю вот эти палочковые части от петрушки, не использую их. Все остальное просто нарезаем мелко. Зелень я тоже нарезала и отправляю к нашей начинке. Нам с вами осталось только заправить начинку. Солим по вкусу. Я кладу 1 чайную ложку, 3 чайные ложки черного перца, 2 столовые ложки растительного масла. Все хорошо перемешиваем. Все, друзья, фарш у нас готов. Пока его убираем в сторону, займемся тестом. Тесто очень хорошо поднялось. Посмотрите. Вау, какая красота. Обминаем его, выпускаем воздух. И нам необходимо тесто разделить на 3 равные части. Сейчас я его взвешу. 1590 грамм, соответственно, по 530 грамм каждый кусочек теста у нас с вами должен получиться. Тесто я разделила на 3 равные части. С одной частью будем работать, 2 остальные части пока закрываем опять пакетом и убираем в сторону. Вот эту часть мы делим на 2 половинки, одна из которых будет поменьше, вторая чуть побольше. Маленькую часть пока убираем в сторону, большую раскатываем. При необходимости подпыляем мукой с обеих сторон и раскатываем круг диаметром примерно
30 сантиметров. Итак, друзья, круг диаметром 30 сантиметров я раскатала. Пока его чуть в сторону, нам необходимо теперь из маленького кусочка тоже раскатать кружок, которым мы будем закрывать наш пирог. Припыляем мукой при необходимости и раскатываем. Тоже толщиной примерно до 5 миллиметров. Все, так сказать, крышка у нас тоже раскатана. Пока ее тоже в сторону. Возвращаемся к большому диаметру. Еще раз подкатаем. Он немножко у нас уменьшился. Далее берем начинку, делим ее на 3 части. 1/3 начинки вправляем сверху нашего большого теста. Начинку равномерно распределяем, не доходя до края, примерно по 1 сантиметру. Далее берем наш маленький кружочек, закрываем и начинаем плести, так как мы на пигоде плели, помните? Смотрите. Раз, раз. Пальчик вправо, влево, вправо, влево. И вот таким образом мы делаем такую же косичку, как мы делали с вами на пигоде. Посмотрите, какая красота получается. Вот таким образом защипываем наш пирожок до конца по всему диаметру. Посмотрите, какая получается красота. Таким образом полностью защипываем пирог. Пирог я полностью закрыла. Далее берем противень, застилаем его пергаментной бумагой и аккуратно переносим наш пирог. Далее в центре пирога делаем отверстие для выхода пара. Все, друзья, отправляем в заранее разогретую духовку до 200 градусов, примерно на 25-30 минут. Чуть позже, когда чудо наше будет готово, я покажу, что делать дальше. Ну что, друзья, прошло ровно 30 минут. Посмотрите, вот такой румяный красавчик у меня получился. А пока он выпекался, я сплела очередного красавца, отправляю его теперь в духовку. А испекшегося красавчика необходимо обмазать сливочным маслом. Вот такой кусочек, достаточно добрый, буквально 50 грамм на все 3 пирога сливочного масла нам потребуется. Хорошенько, обильно обмазываем пирожок наш сливочным маслом. Со всех сторон, с краев тоже стараемся обмазать. Хорошенько, обильно вот так обмазали сливочным маслом. Дальше делаем следующее. Это очень важный момент. Вытаскиваем пирожок наш на решетку. Далее, вот он важный момент. Закрываем целлофаном. Сверху закрываем кухонным полотенцем и даем нашему пирожочку отдохнуть. Он должен хорошенько настояться, стать мягким, нежным, вкусным, ароматным. Чуть позже, в общем, я вам покажу, что у меня получится. Точно по такой же аналогии мы будем сверху складывать 2 и 3 пирог, также обмазывать сливочным маслом и все это дело закрывать целлофаном. Чуть позже покажу, как это все будет выглядеть уже в готовом виде. Ну что, друзья, давайте посмотрим, что у нас получилось. Открываем. Вау! Вы только посмотрите, как это выглядит. Все хорошенько настоялось. Нам теперь необходимо пироги наши разрезать. Делать это необходимо одновременно. Подставляем доску, перекладываем пироги и разрезаем. Сейчас покажу, что внутри. Одновременно сразу 3 пирога вот так вот разрезаем на кусочки. Ну что, друзья, пирог я разрезала. Посмотрите, вот такой красавчик у нас с вами получился. Вы только посмотрите, как это выглядит. Пирог еще горячий. Нам с Алексеем уже не терпится попробовать эту вкусняшку на нашем мукбанг-канале, куда мы вас всех и приглашаем. Ссылка, как всегда, внизу в описании под этим видео. Ну а это видео, если вам понравилось, ставьте мне, пожалуйста, пальчики вверх, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Нам очень приятно с вами общаться. Это мотивирует снимать для вас еще больше вкусных и интересных рецептов. Огромное спасибо всем за лайки, за комментарии, за пожелания, а также всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока, приходите еще, увидимся снова.